Меня зовут Элина, я из Украины, из города Харькова, мне 19. Да, начала я свой путь в 3,5 года. Меня привела бабушка. И сразу я хотела профессионально заниматься, мне это очень нравилось, и я трудолюбивая. Вот. И хотелось больше. И в 14 лет меня увидел тренер со сборной Украины и позвала меня в сборную. И с 15 лет я уже стою в команде сборной Украины, вот до 2022 года, 4 года, и последние 2 года я была капитаном этой. Мы ездили на международные соревнования, на Кубок мира, на чемпионат мира, Аврора Геймс, которая проводилась в 2019 году в Нью-Йорке. Это первый, женские Олимпийские игры, первые. Там было соревнование команды Европы и команды Америки. Вот мы противостояние такое было. Вы на стороне, как чьей были? Европы, да. Мы в тот раз выиграла Америка, но не... Там суммировались баллы. Да, и очень много участвовали на чемпионатах Украины, на Кубках Украины. Всегда занимали 1, 2, 3 место регулярно, потому что входили в состав сборной. Мы были в Нью-Йорке, это большой город, очень много людей. Я человек спокойный, и для меня сам город слишком много всего происходит. Конечно, понравилось. Но раньше я говорила, что я никогда не перееду в Америку. Никогда. Но ситуация изменилась. Потому что я знаю, что есть люди, которые страстно мечтают переехать в Америку. И прям я даже знаю некоторых, у которых эта мечта сбылась. Но это была не ваша мечта. Нет, я люблю свою страну. И вот почему я закончила гимнастику? Потому что я хочу представлять свою страну. А сейчас нет возможности. 24 февраля 2022 года вы проснулись в Харькове. Как быстро вы смогли уехать? В Польшу я попала 8 марта. Но до этого я поехала в Одессу, а потом на Западную Украину. Где-то через неделю. То есть 2 недели я была там. В Польше вы долго были? Месяц. С бабушкой. С бабушкой? Да. А как вы все-таки решили, что нужно ехать в Америку? Нас пригласили сюда, чтобы мы могли продолжить тренироваться. И буквально за неделю это все очень-очень быстро произошло. Нам купили билеты и нашли спонсоров, и нашу команду просто бегом-бегом, и чтобы мы приехали сюда очень быстро это получилось. Что я только не делаю. И на фитинг-рум, и в стоке, и в зале, везде, где только возможно. Я сейчас учусь в Украине на 2 курсе. Онлайн, да? Онлайн в Академии физической культуры. Продолжаю свою тренерскую деятельность. Планировала поступать с сентября в ХПИ, у нас Харьковский политехнический институт. Но война не дала мне этого сделать. В ХПИ у нас Харьковский политехнический институт. Но война не дала мне этого сделать. Второе, чтобы мои близкие были здоровы и счастливы. И 4, чтобы я смогла... чтобы он мне дал сил справиться со всем. Тем ребятам, которые хотят сюда переехать или переживают, не переживайте. Очень большие возможности. Если вы действительно знаете, что вы хотите, то это ваш шанс переехать сюда.
тем, кто будет смотреть, вот взрослым. И лично от меня я хотела бы поблагодарить всех, кто был причастен к нашему переезду, и всех людей. Это очень большая работа была проведена. Просто если человек видит свою цель здесь, то нужно просто к ней идти. И все получится.